Ваше сердце все чаще дает сбой. Задыхаетесь, едва поднявшись на второй этаж, а по ночам в тишине вы прислушиваетесь к каждому его стуку, каждому перебою с холодным страхом, спрашивая себя, а он не остановится? И что вы делаете утром? Идете к врачу, который, уставший и не глядя вам в глаза, выписывает очередной рецепт. Горсть дорогих таблеток. Одна от давления, другая для разжижения крови. Третья от холестерина. И вы покорно идете в аптеку и отдаете за эту химию половину своей пенсии. Остановитесь. Просто остановитесь на минуту. Сегодня я расскажу вам то, что от вас скрывают. Я поделюсь рецептом, который мне передал мой старый учитель, а ему сам легендарный советский кардиохирург, академик Николай Михайлович Амосов. Это не просто еда. Это та самая каша для сердца, которую сам Амосов ел каждый день, чтобы его собственный мотор работал как швейцарские часы до глубокой старости. Досмотрите это видео до самого конца, и я пошагово на вашей кухне покажу, как приготовить этот эликсир здоровья. Эликсир, который стоит сущие копейки, а работает мощнее и безопаснее любой аптечной отравы. Кто такой был Амосов? Молодое поколение этого уже не знает. А ведь это был человек-легенда, хирург от Бога, чьи руки держали тысячи бьющихся человеческих сердец. Он, как никто другой, видел, во что превращается наше сердце с возрастом. Он видел эти изношенные клапаны, эти забитые холестерином, хрупкие, как стекло сосуды. Он знал, что сердце — это не просто мышца, качающая кровь. Это центр нашей жизни, нашей силы, нашей энергии. И он был в ужасе от того, как современная медицина подходит к его лечению. Амосов всегда говорил: «Врачи борются со следствием, а не с причиной». Подумайте сами, что делает таблетка от давления. Она насильно расширяет ваши сосуды. Давление падает, но причина — больные неэластичные сосуды — осталась. Что делает таблетка для разжижения крови? Она искусственно меняет ее состав. Но причина — густая, вязкая кровь от неправильного питания и недостатка воды — осталась. Это все химические костыли. Вы ходите на них, пока пнете таблетки. Но стоит вам перестать, и все рушится с новой силой. А что взамен? Взамен вы получаете удар по печени, по почкам, по желудку. Ведь вся эта химия — это яд, который организм вынужден перерабатывать. Одно лечит, другое калечит. Знакомая история, не правда ли? Так вот, паста Амосова — это не костыль. Это мощнейший удар по самой причине болезни сердца. Она не маскирует симптомы. Она возрождает ваше сердце и сосуды изнутри. Она питает сердечную мышцу. Чистейшим калием и магнием, заставляя ее работать ровно и мощно. Она словно щеткой вычищает из сосудов застарелый холестериновый мусор, возвращая им эластичность молодости. Она дает организму не искусственный допинг, а настоящую природную живую энергию. Именно поэтому этот рецепт так невыгоден тем, кто наживается на ваших болезнях. Зачем им здоровый человек, который не ходит в аптеку? Им нужен вечный пациент, пожизненно сидящий на их таблетках. Но мы с вами пойдем другим путем, путем мудрости и здоровья, который завещал нам великий врач. Итак, хватит слов, перейдем к делу. Прямо сейчас на вашей кухне мы с вами сотворим маленькое чудо. Запоминайте, а еще лучше берите ручку и записывайте. Нам понадобится то, что Амосов называл «великолепная семерка» или «армия спасения для вашего сердца». И первый боец в этой армии — это курага. Посмотрите на нее. Это же чистое сгущенное солнце. Но главное в ней не цвет. Главное — это калий. Курага — это чемпион по содержанию калия, а калий — это хлеб для нашего сердца. Это то, что заставляет его биться ровно, без перебоев, без предательской аритмии. Это то, что питает нашу сердечную мышцу. Дальше изюм. Обычный темный изюм. Но не обманывайтесь его простотой. Он не только питает наш мозг глюкозой, помогая сохранить ясную голову, но и содержит уникальный элемент бор, который помогает нашему организму правильно усваивать кальций, чтобы кальций шел в кости, а не оседал смертельным известковым налетом на стенках наших сосудов. Третий компонент — чернослив. Все думают, что это для кишечника, да, для него тоже. Но его главная тайна в другом. Чернослив — это природный чистильщик. Он мягко, но настойчиво, день за днем помогает нашей печени выводить плохой холестерин, тот самый, что, как ржавчина, забивает наши артерии, сужая просвет и создавая риск инфаркта. Четвертый — инжир.
Древние греки считали его пищей богов, и не зря инжир содержит вещество фицин, которое естественным образом снижает вязкость крови. Кровь становится более текучей, ей легче двигаться по сосудам, а это главная защита от образования тромбов инжир. Это тихий и скромный враг тромбоза. Пятый солдат — грецкий орех. Его ядро даже по форме напоминает человеческий мозг, но польза его огромна, и для сердца это чистейшие омега-3 жирные кислоты. Это то, что делает стенки наших сосудов эластичными, упругими, как в молодости. Они перестают быть хрупкими, перестают трескаться, а значит, на них не образуются те самые холестериновые бляшки шестой. Лимон. И, внимание, обязательно с кожурой. Вся сила лимона не только в мякоти, но и в цедре. Это мощнейший антиоксидант. Это витамин С в его самой живой форме. Он как щит защищает клетки нашего сердца и сосудов от разрушения свободными радикалами. И, наконец, седьмой завершающий компонент — натуральный мед. Не сахарный сироп из магазина, а настоящий живой мед, купленный у проверенного пасечника. Мед — это не просто сладость, это лучший природный консервант. И что самое важное, это транспорт. Мед как локомотив подхватывает все полезные вещества из нашей смеси и доставляет их прямиком в каждую клеточку нашего организма. А теперь сам процесс. Он до смешного просто. Но в нем есть один дьявольски важный нюанс. Берем всего по 200 граммов каждого из сухофруктов. Кураги, изюма чернослива, инжира и 200 грецких орехов. Первым делом все сухофрукты мы обязательно заливаем кипятком на 10-15 минут. Это нужно, чтобы смыть с них не только пыль, но и ту химию, которой их часто обрабатывают для хранения. После этого воду сливаем, а сухофрукты слегка просушиваем. А теперь главный секрет. Внимание! Амосов настаивал. Только мясорубка. Ни блендер, ни кухонный комбайн, который своими быстрыми ножами все перегревает и окисляет. А старая добрая мясорубка, именно она сохраняет правильную живую структуру продукта. Итак, по очереди пропускаем через мясорубку все. Курагу, изюм, чернослив, инжир, орехи и один целый лимон прямо с кожурой, порезав его на дольки. Вы увидите, какая густая, ароматная янтарная масса у вас получится. В эту массу мы добавляем 200 граммов нашего меда и тщательно, очень тщательно все перемешиваем обычной ложкой до однородного состояния. Наша каша для сердца, наше лекарство, наш лексикор готов. Перекладываем его в чистую стеклянную банку, плотно закрываем крышкой и ставим в холодильник. И вот в ваших руках оказалась не просто банка со сладкой смесью. В ваших руках концентрированное здоровье вашего сердца на целый месяц. Но как же принимать это чудо-средство, чтобы оно работало с максимальной силой? Здесь тоже есть свои правила, установленные самим Амосовым. Все просто. По 1 столовой ложке 3 раза в день. Строго за полчаса до еды. Не после еды, как десерт, а именно до, на голодный желудок. Это принципиально важно, чтобы все полезные вещества усвоились полностью, не смешивая с другой пищей. И второй важный момент. Эту ложку не нужно сразу глотать и чем-то запивать. Положите пасту в рот и начните медленно. Очень медленно ее рассасывать. Почувствуйте этот вкус, эту концентрацию жизни. Под языком у нас находятся сотни кровеносных сосудов, и через них все целебные компоненты начнут всасываться мгновенно, попадая прямо в кровь и минуя агрессивную среду желудка. Так эффект наступает быстрее, и он гораздо мощнее. Чего же ждать? Не ждите чуда на следующий день. Это не химическая таблетка, которая бьет по организму как кувалды. Природа работает иначе. Она работает мягко, постепенно, но неотвратимо. Первые изменения вы почувствуете уже через пару недель. Вы заметите, что одышка, которая мучила вас на лестнице, стала меньше. Вы вдруг поймете, что дошли до 3-го этажа, и не задыхаетесь. Сердце перестанет кувыркаться в груди после малейшей нагрузки. Через месяц вы с удивлением обнаружите, что цифры на тонометре стали стабильнее и ниже головные боли, вызванные спазмами сосудов, станут реже или уйдут совсем. У вас появится энергия, не та нервная взбудораженная энергия от кофе, а спокойная, уверенная сила, идущая изнутри. Вы будете лучше спать, потому что ваш организм наконец получит то питание, в котором он так отчаянно нуждался. Эта паста, она не лечит какую-то одну болезнь. Она восстанавливает нарушенный баланс.
Она чистит, питает и защищает. Она делает именно то, что должна была делать для нас природа, если бы мы не отравили себя фастфудом, стрессами и городской экологией. Друзья, посмотрите еще раз на эту банку. Здесь здоровье вашего главного мотора. И стоит оно в десятки, в сотни раз дешевле тех аптечных ядов, которые вам навязывают. Такие рецепты, как этот, это наше настоящее достояние. Это мудрость наших предков, которую мы чуть не растеряли в погоне за цивилизацией. Мы не должны позволить им исчезнуть. Если вы считаете эту информацию действительно важной и полезной, я не просто прошу, я умоляю вас, поставьте лайк этому видео. Это не для меня. Это для того, чтобы алгоритмы YouTube показали этот ролик другим людям, таким же, как вы, вашим соседям, вашим ровесникам, тем, кто, возможно, прямо сейчас сидит в отчаянии и не знает, что делать. Ваш один клик может реально спасти чью-то жизнь. И обязательно напишите в комментариях, знали ли вы раньше о пасте Амосова. Может быть, вы уже пробовали ее готовить, или у вашей семьи есть свой проверенный поколениями рецепт для здоровья сердца? Давайте не будем жадными, давайте делиться этой мудростью друг с другом. С вами был «Полезные советы». Берегите себя и самое главное, берегите свое сердце. Оно у вас одно. Будьте здоровы!